Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить связать вам оригинальный пасхальный декор. И для него я буду использовать вот две такие пряжи. Желтая — это у меня основной цвет. Пряжа Alize Cotton Gold в 100 граммах 330 метров. Это полухлопковая пряжа. И буду использовать вот тоненькую пряжу. Это стопроцентный хлопок. И здесь в 50 граммах 282 метра. И для первой основной пряжи и для вязки я буду использовать крючок 2 миллиметра. Делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И колечко затягиваем. В первом ряду у нас 6 столбиков. Теперь переходим ко второму ряду. Все ряды мы будем провязывать за заднюю стенку столбика в предыдущем ряду. И во втором ряду нам нужно из каждого столбика вывязать по прибавке 1 и провязываем второй. Сейчас я одену маркер. Вот у нас столбик в предыдущем ряду, и за заднюю петельку провязываем столбик без накида. И из этой же петелькой вывязываем второй столбик. И все ряды мы будем провязывать, вот захватывая за заднюю стенку столбика. Вот показываю еще раз так медленно за заднюю стенку. Итак, у нас во втором ряду получилось 12 столбиков. Теперь переходим на третий ряд. В третьем ряду тоже провязываем 12 столбиков. Вот я показываю за заднюю стенку. Я далее озвучивать не буду, что мы вяжем все столбики в каждом ряду за заднюю стенку. В третьем ряду вяжем 12 столбиков без изменения. И довязываем до конца. Довязали, и теперь переходим на третий ряд, на четвертый ряд, извините. В четвертом ряду провязываем 1 столбик, в следующий прибавка, один столбик и прибавка. И так мы будем вязать до конца ряда. Всего получится 6 таких повторений, 6 прибавлений. Вот провязали 1 столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик и прибавка. И в конце четвертого ряда получилось 18 столбиков. Теперь вяжем пятый ряд. В пятом ряду провязываем 2 столбика, 1, 2, в третий прибавка,
И так будем повторять до конца ряда. Один столбик, второй столбик и прибавка. Всего таких 6 прибавлений. И в конце 5-го ряда 24 столбика. 6-й ряд провязываем 24 столбика без изменения. И так довязываем до конца ряда. Вяжем 7-й ряд. В 7-м ряду провязываем 3 столбика, 1, 2, 3, и после 3-го столбика прибавка. Снова так повторяем: 3 столбика, 1, 2, 3 и прибавка. Всего таких прибавлений в ряду будет 6, и в конце 7-го ряда 30 столбиков. 8-й ряд вяжем без изменения 30 столбиков. И так довязываем до конца ряда. 9-й ряд. 4 столбика, 1, 2, 3, 4 и прибавка. Снова так повторяем до конца ряда. 4 столбика и прибавка. 1, 2, 3, 4 и прибавка. Всего таких повторений 6, и в конце ряда 36 столбиков. И вот по 36 столбиков провязали 6 рядов. 10, 11, 12, 13, 14 и 15 ряды. Теперь переходим к 16 ряду, и здесь уже будем вязать убавки. Провязываем 4 столбика, 1, 2, 3, 4 и убавка. Задние стенки столбика в предыдущем ряду захватываем и за них провязываем убавку. Снова 4 столбика, 1, 2, 3, 4 и убавка. Всего таких будет 6 повторений. И в конце 16 ряда 30 столбиков. 17 ряд. Вяжем 3 столбика, 1, 2, оденем маркер, 3 и убавка. Снова так повторяем: 1 столбик, 2, 3 и убавка. Всего будет таких 6 убавлений. В конце 17 ряда 24 столбика. Теперь можно наполнить наполнителем, так как отверстие сужается и потом будет неудобно наполнять. И переходим на 18 ряд. В 18 ряду вяжем 2 столбика, 1, 2 и после 2 столбиков убавка. Снова мы так будем вязать до конца ряда. 1 столбик, 2 столбик и убавка. Всего будет 6 таких убавлений. В конце 18 ряда 18 столбиков. В 19 ряду вяжем 1 столбик,
провязали один столбик и в следующем убавка. И так вяжем до конца ряда. Один столбик, убавка. Всего таких 6 повторений. И в конце 19 ряда 12 столбиков. И в последнем 20 ряду нужно провязать 6 убавлений подряд. Одна убавка, вторая убавка. И так вяжем. И еще 4 убавления, всего получится 6 до конца ряда. И вот мы довязали до конца яйцо. Вот такое оно получается. И теперь у нас в конце досталась маленькая дырочка. И я показываю, как ее можно стянуть. За переднюю стенку каждого столбика пролаживаем вот иголку с ниткой. И сейчас доходим до того момента, с которого мы начали. Теперь подтягиваем. В середину вкололи иголку с ниткой и выводим эту нитку. Все. Больше никакого отверстия у нас здесь нет. И теперь будем обвязывать яйцо вот такой меланжевой пряжей. И обвязывать яйцо будем, вот у нас получился такой как бортик от столбиков без накида, которые мы провязывали вот за заднюю стенку, а это осталась передняя стенка. И присоединяем вот нитку за сам столбик возле этого бортика. Сейчас я присоединю и покажу. Вот, присоединили. Вот, захватываем за сам столбик, провязываем соединительную петлю и воздушную петлю. Снова за столбик, соединительная петля, воздушная петля. Вот возле бортика. И воздушная петля. И вот я немного еще провязала. И сейчас вам еще раз покажу. Делаем воздушную петлю, провязываем. И под самым вот бортиком за столбик провязываем соединительную петлю. Снова воздушная петля. Воздушная петля и соединительная петля. Воздушная петля, соединительная петля. И вот так выглядит пасхальное яйцо после того, как мы его обвязали по спирали. Второе я связала вот такое, основной цвет молочный и такая же пряжа меланжевая для обвязки. Вот такой оригинальный пасхальный декор сегодня мы с вами связали. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!